Так, запись идет. Все. Мгм. Так, ну что, всем... И вот голос сел. Как я говорю детям, я съела кота. Что? Ну, знаете, типа шкрябает так в горле, и когда утром я прихожу на тренировку к своим детям, всегда так... Это какое-то чешское выражение или это... Нет, дети всегда угорают над этим. Всем привет! Это Rhythmix Voices, подкаст о художественной гимнастике и людях, которые делают этот мир особенным. Меня зовут Маша. Меня зовут Кристина, и сегодня у нас в гостях человек, без которого многие просто не представляют мир художественной гимнастики. Это Лена Крупина. Ура! Главный информатор, настоящий проводник в этот прекрасный вид спорта. Через ее Телеграм и Ютуб-каналы 1000 поклонников ежедневно узнают новости из мира художественной гимнастики, разбираются в правилах, спортсменках и вообще очень много всего интересного узнают. Спасибо большое, очень приятное представление. Важным человеком. Ну, так и есть, я считаю. Лена, мы очень рады, что ты с нами сегодня. Спасибо, что присоединилась к нам. И, как Кристина уже упоминала ранее, всему гимнастическому сообществу ты известна как главный проводник в мир художественной гимнастики. И думаю, все со мной согласятся, что о тебе говорят и не только в пределах СНГ, но и во всем международном гимнастическом сообществе. Это мы, кстати, не преувеличиваем. Это Правда, из да. рабочей практики разговора, я тебе серьезно говорю. Некоторые, правда, твою фамилию неправильно ударение ставят, но они знают, кто ты, что ты есть. Мне вот до сих пор присылается чехами, например, какая-нибудь новость из запрещенной соцсети, присылается именно от тебя. Они не знают русский язык, переводят и мне скидывают. Мы уже с Кристиной эту новость обсудили. Вот. А они присылают вот так вот: опа, смотри. С моей стороны это все так, не осознаешь, поэтому я чуть-чуть, наверное, живу немножко не так. Не осознавая, что я делаю что-то настолько масштабное. На самом деле это большая мотивация и для гимнасток. Вот даже мои, например, чешские гимнастки, они мечтают попасть в твой телеграм-канал. И Да-да-да, в подборку да, с фотографиями, еще что-то, да. когда ты выкладываешь с каких-то соревнований фотки, отборку фотографий, для них это просто я попала к Лене, смотрите. Вот, и они что-то там комментируют даже, я вижу. Но есть русскоговорящие гимнастки, есть не русскоговорящие, но это большой, очень важный, мне кажется, очень важное дело, которое ты делаешь. Тогда можете присылать своих гимнасток, я буду принимать. По блату. Я Да. буду их мотивировать так. Сделаешь чистый прогон, к Лене попадешь. Почему нет? Я не возражаю таких историй, поэтому... Кстати, такое часто бывает, поэтому... Да. Да. В формате, что мне пишут где-то в социальной сети, вот Лена, моя дочь, там такая вот классная, интересная, у нее такая интересная история, вот напишите про нас, и я пишу, бывает, если история действительно интересная. Интересно. Маша, у тебя отличная мотивация теперь у Да. детей появилась. Прекрасная мотивация. И мне тоже нравится писать не только, известных всем гимнастках, то есть прикольные такие вот истории откапывать, которые, интересные, редкие. Да, мы вообще, когда с Машей всю эту историю с подкастом затевали, мы подумали о том, что на самом деле очень важно говорить не только о больших именах в гимнастике, потому что, давайте честно, про них и так очень много проектов снимается. Это всегда душещипательные истории. Это классно, это здорово, что это есть, но на наш взгляд, этого не совсем достаточно, потому что любой спорт, он состоит не только из профессиональных спортсменов там, высшего эшелона, А-листа и так далее. Он в том числе, но мне кажется, это вообще основополагающая история. Он состоит из тех, кто вот пришел в 3 года в зал, и из тех, кто тренирует этих 3-летних детей, из тех, кто водит их на тренировку. В общем, те, кто это... здравствуйте, кот. Из тех, кто это все освещает. И мне кажется, что ты как раз-таки представитель вот этих самых людей, которые неустанно работают за кулисами.
Мне кажется, это чуть ли не с тебя началось, такая публичная история художественной гимнастики. Ну, что это стало массово освещаться, об этом стали больше снимать и говорить именно в интернете. То есть я имею в виду не какие-то проекты там на «Россия-2», когда у нас Ирине Винер что-то посвящено, или детям ее, а вот именно какие-то интервью и так далее. И поэтому нам бы, конечно, очень хотелось узнать о тебе подробнее, просто услышать твою историю, как это вообще все начиналось. Да, мы бы, наверное, хотели пройти по такой тоже базе начала твоего пути. Расскажи именно, как ты пришла сама в гимнастику, как проходила твоя гимнастическая карьера, какие, может, были самые важные твои именно соревнования и, возможно, какое-то самое важное событие именно в твоей жизни спортивной. Ну, вообще это все максимально случайно началось. У меня, кстати, как раз мама Тани Шуклиной, они были лучшими подругами с моей мамой, и мама Тани повела дочь на гимнастику, и они решили, чтобы... Ну, мы еще маленькие были, а гимнастика была далеко, чтобы кто-то один забирал. Ну, то есть, чтобы не каждый день ездить за ребенком. Так за компанию меня тоже позвали гимнастикой заниматься. Таня в итоге рано закончила, а я как-то вот так осталась и продолжила выступать. В целом, мне кажется, случайность — это такой девиз моей спортивной карьеры, потому что у меня все происходило максимально случайно, и были какие-то стечения обстоятельств очень странные, удачные, не знаю. Ну, в общем, все как-то так. Я была такой очень средней гимнасткой. В нашей школе, ну, в общем, я была в групповом. В личку меня не ставили, потому что я была низкого роста и толстая. Я 93-го года рождения, на тот момент это было очень важно. Ну, то есть гимнастки 170 плюс должны быть, высокие, стройные. Вот, я была такая, ну, обычная. Вот, поэтому я стояла в групповом. В групповом я была капитаном. Ну, то есть как бы вроде бы такая рядовая, но не самая сообразительная, не знаю почему. Ну, в общем, что-то такое. Ответственная. Ну, может быть. Вот. Ну, в общем, я стояла в групповом, потом тренеры менялись у меня очень часто. Мне, кстати, кажется, что это вот мое большое преимущество, что в своей области я, наверное, поработала почти со всеми тренерами, которые работали у нас. Вот, потому что я попала сначала в юниорскую сборную, тоже максимально случайно. Меня за компанию позвали, сходи там ленты покидай. Вот, и тренеры, которые делали отбор, такие, ой, нормально кидает, давай к нам в команду. Вот, то есть это вот так вот все происходило. Вот, потом... Ну, то есть эти смены тренеров, они были не с конфликтной историей связаны, как часто бывает. Нет. Просто обычно это же не очень приветствуется вообще в нашем виде спорта. Нет, там смены тренера были из-за того, что одна в декрет ушла, другие просто решили семейной жизнью заниматься, а потом смена тренеров была, потому что я в сборную попала, и у нас раньше так было, что сборная тренировалась с одним тренером, когда... Ну, юниорки были у одного тренера в одной школе, а сеньорки были у другого тренера в другой школе. И когда я была юниоркой, к нам еще приглашали... разных тренеров из разных школ, чтобы нас там подчищали, что-то добавляли, взгляд со стороны. И то есть так вышло, что я в возрасте, ну вот это, когда по юниорам выступаешь, я поработала почти со всеми тренерами, а когда мы уже сеньорами стали, там, ну, тоже как бы, ну, вроде как большая ответственность, за область выступаешь, все дела. И тоже как бы часто тренеров других приглашали, которые тоже на нас смотрели, и бывало нас отдавали кому-то. Так вышло, что я поработала со всеми и увидела большое количество подходов к развитию в художественной гимнастике. Я думаю, что это очень помогло мне и помогает сейчас в моей работе. А вообще, пока ты занималась, ну, понятно, все равно это еще такой период, получается, 2000-е, 2010-е. Понятно, что соцсети не прям на пике, но все равно ты уже что-то начинала, не знаю, вести какой-нибудь свой дневник спортсмена или что-то выкладывала у себя в соцсетях. Но я имею в виду, какие-то предпосылки были к тому, что ты хочешь освещать, или как это вообще было? Я думаю, что да. Тогда была Аська, я не знаю. Да, Не да. помню. Собрались миллениалы. Вот я думаю, что все началось именно с нее, потому что тогда только пришло это, то есть это было что-то максимально новое, и меня это почему-то так заинтересовало, и
тут два направления было, что меня всегда в целом интересовала художественная гимнастика, то есть мне всегда было это интересно, я всегда там узнавала, как кто, что, где выступил, и через эту вот Аську появилась возможность общаться с гимнастками, которые находятся не в нашем городе. В моем окружении в нашем городе так вышло, что не было особо людей, которые настолько сильно интересовались художественной гимнастикой. Вот, а мне было все это интересно. Так как я в групповом стояла, мы не ездили на большое количество турниров, которые в сообществах. Мы под конец только начали ездить, чтобы мастеров выполнять, помогать девочкам. А так мы ездили в основном на турниры какие-то всероссийского формата и всякие ПФО, Кубки России, Чемпионаты России. Ну, то есть вот такое у нас в основном было. Не было вот этих... Клубный назывался чемпионат. Ну вот, а у нас девочки ездили, и они оттуда привозили на камеру записанные выступления гимнасток каких-нибудь классных. Вот, и я их потом находила в Аське. Вот с Алиной Макаренко я так познакомилась, с Настей Карнаух через ICQ мы тогда вот так болтали, переписывались. Вот, ну то есть как-то вот так. То есть я интересовалась, как они там выступают, как еще что-то. Мы так на турнирах не пересекались никогда в реальной жизни, вот, но меня всегда тянуло, интересовало, как там, что там. Вот, то есть девочки мне что-то рассказывали. Они как раз тогда, по-моему, в Дмитрове были, а Алина из Дмитрова как раз отбиралась в сборную. Она в юности России вроде выступала, и тогда как раз была такой звездой. Ну, не мега-мега звездой еще, но Ну да, такой. они все равно заметные были. Ну вот, ну так мы общались, болтали вот через Аську. Потом ВК появилась. Там у меня из такого движа только группы для школы я создавала. Ну, то есть, ну, тоже такое вот что-то детское, по приколу, по интересу. Вот. Ну, а писать мне нравилось тоже всегда. Со школы я всякие рассказы писала. Ну, то есть это тоже такое что-то из детства. Как часто бывает, что все, что мы делаем на протяжении жизни, оно все нас ведет к чему-то, что мы будем делать потом. И вот как-то вот сейчас то, что я делаю, оно по факту так и есть, что все, что я бы не делала в детстве, что бы не пробовала, что бы мне не нравилось, я по факту все это собрала во что-то плюс-минус общее и занимаюсь этим сейчас. Я, кстати, вчера тоже с подругой обсуждала это, что иногда маленькие какие-то, как кажется тебе, незначительные моменты в жизни гораздо важнее потом влияют на твою жизнь в целом, нежели о том, чем мы иногда задумываемся, что важно вот это вот сейчас. И такие маленькие крупички собираются в такую интересную историю. Так, мне кажется, и есть как-то. Ну да, я тоже в спортивном дневничке больше уделяла внимание не оценкам, а тому, как я таблицу нарисую. Вот я так и стала дизайнером. А я в детстве представляла, как я маленьких гимнасток тренирую балету. Вот так и вышло. Да, кстати, Маша хореографию вела периодически у детей в том числе. Да, у меня так получилось, что когда я приехала в Чехию, здесь очень мало было русскоговорящих тренеров, и вообще в целом, наверное, было мало такого понятия вот этой системы тренировок, как оно было понимание в СНГ странах. И меня просили просто и проведи хореографию, и составь упражнения, и покажи технику там предмета, и научи элементы, что я даже составила какой-то свой комплекс, именно хореография для гимнасток, потому что я все-таки не балетный педагог. Вот, и я составила какой-то свой комплекс, и мне это очень нравилось. И потом я помню, что я на какой-то тренировке себя ловлю на мысли, как я помню, что я бегу после школы, после тренировок быстро сделать домашнее задание и просто написать вот, что я буду сегодня, типа, тренировать детям в детстве. И вот это так сбывается иногда. Вот мы говорим про вот эти маленькие истории, которые на протяжении всей жизни идут, как они ведут к твоему, ну, не финальному, но я имею в виду такому все равно значимому, не прям дело жизни, но то, что, по крайней мере, на сегодняшний отрезок занимает большую часть. Я очень удивилась, что это все началось с Аськи. У нас как-то она была не супер популярна, то есть у меня очень мало знакомых ей пользовались, у нас был mail-агент. Я такой, ну интересно, что у тебя по факту настолько давно это началось. То есть это не история, что я зарегистрировала Инстаграм и начала что-то выкладывать. На самом деле вот такое прям ну, не то, что профессионально, но прям я решила, что я хочу создавать контент, это только вот с Ютуба началось. И когда вот 2000, не знаю,
Да, это 10-е. Это вот как раз Катя Клэп, Макс 100-500 и вот эта вот вся тусовка. А как ты вообще зарегистрировал YouTube-канал? Ну, в какой момент это было? Ты помнишь этот день? Ну, да, там же написано в Ютубе, когда ты... Ну да. Я в мае 2010 года зарегистрировалась на Ютубе. Зарегистрировалась чисто, чтобы смотреть видео. В общем, что-то было, какая-то плюшка дополнительная за то, что ты зареган. Вот, но я решила, что, я зарегистрируюсь, и как-то меня это все так затянуло, и я, насмотрелась видосов, и такая, ой, я тоже хочу так делать. Мне так нравится, и я хочу тоже так делать. Но я тоже рассказывала эту историю, что изначально я про гимнастику вообще не хотела снимать, потому что в моей жизни как раз был тот период, когда я нажралась гимнастики вот так, и мне хотелось все заберите, я больше никогда в жизни ни в зал не выйду, ни как с этим связано быть не хочу. Я и поступила на юрфак, то есть вообще не связано никак с гимнастикой. На YouTube выкладываю Он про подтверждает. Да, Лучик тоже хочет быть в теме разговора. Вот, в общем, просто зарегистрировалась, снимала видео про блокнотики, вот я начала. То есть мне очень нравится Да. оформлять, ежедневнички я тогда вела, всякое, вот наклеечки, там рисовала что-то. Вот, мне все это было связанное интересно. с гимнастикой или просто вообще? Нет, это было, вот как обычный ежедневник, какие-то там дела, какие-то рисунки, про раскраски какие-то я снимала видео. Это вообще была популярная тема тогда, я помню. Типа, как ты собираешь свой рюкзак, какая у тебя канцелярия, как ты оформляешь страницу в ежедневнике, да-да-да. То есть вот это меня завлекло больше, а про гимнастику я снимала, я тогда, по-моему, как раз попала... Я закончила универ. Нет, закончила я уже, получается, в 16-м. Нет, значит, это было раньше. В общем, я просто училась монтировать на видео про гимнастику. То есть в блокнотиках же там просто снимаешь, там монтировать особо, нечего. А меня еще привлекал монтаж именно всякие там заставки прикольные, программы. Мне интересно было изучить всякие Adobe Premiere, After Effects, вот. То есть меня как-то это тоже интересовало, и я на гимнастике училась там монтировать всякие там, не знаю, анимацию делала, что-то, какие-то футажи скачивала, их использовала. Вот. То есть такие видосики у меня были про гимнастику, чисто чтобы учиться монтировать. А в какой момент ты решила, что выкладывать будешь их? А про блокноты меньше смотрели, чем про гимнастику. Видео про гимнастику очень много просмотров набирали. Грубо говоря, про блокнотики там 1000 просмотров, а про гимнастику там по 10 тысяч просмотров могло набегать. Вот, и я такая, типа, значит, как бы надо делать выбор. Сколько тебе, получается, было примерно лет, когда именно гимнастическая история пошла в YouTube? А можно посмотреть. Я посмотрела, что я монетизацию подключила на Ютубе в 2015 году. То есть, получается, наверное, 2014 год. Это год, когда я херачила видосы, в пустоту, можно так сказать, потому что первая 1000 всегда очень сложно набирается, и А у тебя была именно цель, что ты хочешь, чтобы этот контент... Я имею в виду, это было больше для себя и классно, если оно залетит. Нет, ну ничего страшного, мне это нравится. Или это было, что да, все, вот я хочу быть, я хочу быть блогером про спорт, хочу быть блогером в области гимнастики. Я не хотела быть блогером про спорт и в области гимнастики, я хотела снимать про блокнотики. У меня, гимнастики мне тогда не хотелось, но так как мне хотелось, когда ты что-то делаешь, тебе хочется какой-то цели добиться. Я понимала, что там вот эти вот блогеры, у них еще, наверное, не было миллиона, но они туда вот шли. Я такая, такое мне нереально, но хочу хотя бы 1000 получить, чтобы попробовать подключить монетизацию. Типа, прикольно же, чтобы можно вот на том, что мне нравится, зарабатывать. Купить еще блокнотиков, например. Что-то такое, потому что канцелярия же не дешевая. И как-то так вышло, что я решила добить это все гимнастическими видео, чтобы побыстрее до 1000 догнать, потому что с 1000 монетизацию можно было подключить. Вот. Блокнотики очень тяжело уходили из моей жизни. Мне кажется, тебе надо заколлабиться с каким-нибудь брендом сувенирным, гимнастическим и сделать какой-нибудь дневничок спортсмена, знаешь, чтобы это был закрытый гештальт про блокнотики и спорт, чтобы оно в одном сошлось. На самом деле у меня это ушло, наверное. Я как-то так окунулась вот в эту уже... Как СМИ свое создаю, поэтому нету такого, что у меня какой-то незакрытый гештальт по поводу блокнота. То
То есть оно все так плавно перешло, и я, наверное, в тот момент это все отпускала, в тот момент это было сложно, эмоционально, что вот, да не хочу про эту гимнастику снимать, там, что вы про нее смотрите, сколько можно, смотрите. Ну, вот это, знаешь, у всех гимнасток переходный период, когда ты уже ею наелся. Ну да. То есть Мгм. оно как бы, ну вот, оно было. Мне не хотелось это все, и гимнастики мне не хотелось, но в какой-то момент щелкнуло. Я вот в какой не скажу. Не знаю, может быть, наверное, после Олимпиады какой-нибудь. Мгм. А вообще гимнастику из своей жизни, имея в виду как спортсменка, ты в какой момент ты решила, что ты все заканчиваешь, и как вообще это решение давалось? Я закончила вместе со школой. У нас, мы в групповом выступали, все девочки у нас разошлись из состава, все в основном в универы начали поступать и сказали, что все, мы как бы больше не будем тренироваться, и ушли готовиться к экзаменам. А у меня, ну, не было такого, что я хотела в какой-то крутой вуз поступать, то есть, ну, я спокойно совмещала учебу и тренировки. И я продолжила еще в личном выступать, наверное, полгода я выступала в личке, и потом через полгода собирали новый состав сборной. Ну, понятно, что мне предложили, сказали, что Лена, раз ты еще тренируешься, давай типа к нам. Вот. И вот в этот момент я решила, что нет, я не хочу идти снова вот в это все. Мгм. Ну, вот в эти жесткие тренировки по миллион часов, какие-то, не знаю, там, травмы, не травмы, больно, не больно. Ну, в общем, мне просто не захотелось в новый цикл заходить, потому что я понимала, если ты зайдешь, то это нужно, ну, год точно продолжать выступать. Вот, и мне просто в тот момент этого не захотелось. Вот, и как-то я так выступила с личкой на одних из последних соревнований каких-то под конец года. Вот, и тоже так поступила в универ и уехала в Калининград. Ого! А ты училась в Калининграде? Нет, это тоже такая история у меня, не знаю, странная. Вот, я поступила в Калининград по факту журналиста, на филолога. Я выбрала университет в Калининграде, потому что меня очень привлекало, что Калининградская область, она такая, ну, обобщенная, что она как-то вот там далеко так. Вот, и мне так захотелось, что вот хочу Подальше. уехать куда-то, да, чтобы ничего вот, ну, как полностью жизнь сменить, наверное, вот так после Мгм. гимнастики. Вот, но я туда приехала, и в итоге вернулась обратно в город, в свой родной. Вот. Поэтому не стала там учиться. Вот. Мгм. А в город вернулась, у меня здесь КВН начался, и я в итоге здесь и осталась. Вот. Мгм. А Как-то так. закончила, ты говоришь, юридический, да, потом? Да, я вернулась сюда. Меня, ну, когда я поступала, у меня было два выбора. Журналистика, мне это было интересно, и юридически отбирать у богатых и раздавать бедным. Вот такая у меня была цель. Ну, кто Робин Гудская. Да, да, робингудская цель у меня была, и в итоге я такая, что, типа, на журналистику я бы в городе уже не поступила, а здесь у меня получилось заскочить где-то в начале сентября в универ, и я так, ну, значит, буду на юриста учиться. Мгм. Вот. А ты работала по специальности? Да, 1 месяц. Потом, потом меня захватило вот этот монтаж всего, и я попала на телек, меня туда пригласили монтировать. Потому что у меня уже Мгм. был свой канал, я уже умела что-то монтировать, и там через знакомых, через КВН так получилось, что меня позвали монтажером на телевидение местное. Вот, и я вот Мгм. так, ну, из юриста ушла в Мгм. монтажеры. Ну, все в Вот. рамках закона, получается, было. Мгм. Да. А Ну, как ты что что я именно ты монтировала? Сначала там новости дают монтировать, ну, новостные сюжеты, что-то вот такое. То есть просто ты учишься быстро монтировать, собирать, ну, вот которые новости вечером выходят, которые вы смотрите. Я их монтировала по факту. Офигенно, У себя. офигенно. Ну и помимо новостей, уже после там я начала всякие шоу собирать местные, которые у Мгм. нас снимали ребята. Вот, потом я на Мгм. графику ушла, графикой занималась. Ну, а с гимнастикой, получается, как вот в тренерстве ты вот просто тогда ушла, и потом вот уже ушла в медийную историю, получается? На тренерство я не пошла, потому что я очень не любила биологию. То есть Мгм. я на тот момент для себя в голове решила, что раз мне не нравится биология, это достаточно важный предмет в художественной гимнастике, ну, для работы Да-да-да-да. тренера в художественной Мгм. гимнастике. Вот, и я такая, что типа, ну, раз мне это не нравится, значит, тренерство — это не мое.
А тебе вообще хотелось потренировать? Ну, хотелось вот этого опыта тренерского, хотя бы просто как экспириенс? Ну, вообще мне нравилось. Мне гимнастика нравилась, и вот эта зальная жизнь мне тоже нравилось, что ты там целыми днями проводишь. То есть вот это Мгм. мне всегда в целом нравилось, я это любила. Вот. Поработать тренером в целом я поработала, когда под конец карьеры там же тренером, спортсменом-инструктором работаешь часто. Мгм. То есть ты совмещаешь тренировки и помогаешь тренеру там с детьми. Вот. То есть я Мгм. как-то вот так поработала и что-то вот поделала, но прям так окунуться в эту глубоко, ну, я решила, что я не смогла из-за того, что мне биология не нравится. А в целом тебе нравилось с малышками заниматься, например? Мне больше нравилось составлять упражнения и работать с взрослыми девочками. Лишнее доказательство, как много всего интересного у людей в гимнастике происходит. Даже те, кто потом не выбирают гимнастику как профессиональную среду в базовом понимании. Ну, то есть тренер, спортсмен, вот такое. Очень интересный путь. Сидим мы здесь такие: юрист, графический дизайнер и экономист. И все занимаются в итоге гимнастикой в том или ином Все виде. мы всё равно в мире гимнастики как-то существуем. Наш тренер, кстати, мне, когда я ей сказала, что я не хочу быть тренером, что я хочу, все, я уйду на дизайн учиться, она мне говорила: ну-ну, вы все в гимнастику возвращаетесь. Вот так или иначе вы все в нее вернетесь. Вы просто пока не знаете как. Хороший у вас тренер был. А нас выгоняли. Нам, ну, чуть ли не запрещали поступать на тренерство. У нас тренер считал, что педагоги слишком, ну, педагоги-тренеры очень много времени проводят в зале, у них нет времени на семью, и они очень мало зарабатывают. По крайней мере, наш возраст, который тогда девочки все тренировались, она почти всех выгоняла, типа, что только тех, кто слишком сильно в себе был не уверен, что не смог бы что-то освоить новое, вот они только оставались. А ты часто приходишь к своему тренеру сейчас? Хотелось бы чаще. Ну, у вас Мгм. хорошие с ней, да, Да, отношения хорошие сохранились? отношения? У нас со всеми хорошие отношения, причем забавно, что у нас некоторые тренеры уехали в другие города и тренируют там сейчас. И вот к одной из них я даже ездила, снимала про эстетическую гимнастику. Она эстетической гимнастикой, ну, преподает в Мгм. Нижнем Новгороде. Вот, то Мгм. есть в целом встречаемся, с кем мы прям, ну, кто меня прям конкретно тренировал и с которым мы там днями ночами в зале проводили, конечно, отношения со всеми хорошие. А Вот. с подругами по команде? Вообще с гимнастками из твоего вот зала? Мы почти ни с кем не общаемся. Пальцев одной руки хватит, с кем мы, ну, поддерживаем отношения. Вот. Ну, как-то так получилось. Я не знаю, мы были очень близки во время спортивной карьеры, но потом как-то всех так разбросало, и все ушли в свою личную жизнь, ну, в учебу, в новые интересы. Вот, спустя Мгм. время с кем-то мы начали поддерживать общение периодически, а с кем-то так и, ну, никак вообще. Я на самом деле грущу из-за этого иногда, но как-то так, ну, так вот, значит, вышло. Вот. Может быть, жизнь так сложится, и когда-нибудь лет через 5, через какое-то время все снова встретятся и начнут общаться. Как мы с Кристиной вон. Ну, есть девочки, с которыми мы общаемся, но не скажу, что... Может быть, дело во мне. Да нет, это ни в ком, возможно, делают. Это же вообще вся гимнастическая часть, гимнастическая жизнь спортивная такая в ранних, в детских, так скажем, видах спорта. Ну, вы по факту растете вместе. Вы запоминаете друг друга детьми, вы там вместе ночуете в комнатах на соревнованиях, на сборах и так далее. А потом в какой-то момент, как и все родственники, вы просто вырастаете, меняются интересы, меняется круг общения. Это не хорошо и не плохо, мне кажется, это просто, ну, так есть. Ну, наверное, если бы было действительно большое желание, можно было бы поддерживать связь, общение. Это такая заметочка на подумать. Ну да. И я в своей голове убеждена, что все, что мы действительно хотим, мы всегда найдем на это время. Поэтому, Согласна. Может быть, ты все еще перевариваешь вот то, что ты наелась гимнастики. Может, надо еще чуть-чуть переварить, а там пойдет. ну, может быть. Лена, расскажи, вот как у тебя сейчас в целом устроена твоя медиаработа? Я знаю, что у тебя есть запрещенная всем известная социальная сеть, YouTube-канал, и даже, по-моему, есть аккаунт на Яндекс.Дзене.
но самая, наверное, высокая активность сейчас именно происходит в Телеграм-канале. Как вообще ты выстраиваешь работу с разными платформами? Это все по-прежнему делаешь ты сама или уже, возможно, у тебя есть какая-то команда, что ты делегируешь какие-то вещи? Как вообще вся техническая твоя работа устроена? Мгм. Вообще у нас работает YouTube-канал, Рутуб, Telegram, ВКонтакте группа, 2 запрещенные социальные сети Инстаграм и Фейсбук, Дзен, и сейчас вот мы еще Макс создали. Так ты медиа-магнат? Ну, я Ну, медиаплатформа, то есть по факту у тебя, ну, полноценная медиаплатформа. СМИ о художественной гимнастике, я это как бы так называю, но пока еще не сформулировала, как это называется. Но, в общем, во всех больших социальных сетях новости выходят. По поводу самого большого я, наверное, скажу, что запрещенная соцсеть с картинками, она больше вызывает интерес, и там больше обратной связи идет. Она более активная в плане просмотров, обратной связи и всего такого. Телеграм, он немножко другой. Он больше интересен тем, что там есть единый чатик, ну, чат. Мгм. То есть там ты моментально видишь обратную связь. В запрещенной соцсети немного другая реакция, то есть она не такая быстрая. Но если брать, допустим, в разрезе там через месяц, то посты в ней набирают больше просмотров и реакций. Ну, в том числе, наверное, в "Инстаграме", потому что есть доступ к международному выходу, Ну что да. возможность быстрого перевода, например, сообщений. Плюс, там же хорошо работает система рекомендаций, я так понимаю, тебя поэтому там хорошо замечают. Ну да, вот. Но в целом, как это все выстроено, я пишу новости в "Телеграм"-канал. То есть, на протяжении уже нескольких лет, каждый день новости выходят в "Телеграме". То есть, туда, ну, как там, не знаю, просыпаешься, либо с вечера пишешь туда новости. Новости из "Телеграма" автоматом попадают в "Дзен", и сейчас автоматом попадают в "Макс" через боты телеграммовские. Дальше из "Телеграма" новости уносят в "Инстаграм", "Фейсбук" и "ВКонтакте" администраторы. А, Мгм. ну, девочки, которые Ctrl-C, Ctrl-V, грубо говоря. Вот. Ну, бывает, что что-то разносят, допустим, в какой-то социальной сети там сторис сделать, оформить красиво, еще что-то там не брать, написать, что это смотрите в "Телеграме". Ну, то есть, какая-то такая небольшая вариативность есть, но в целом оно как бы вот так. Ну и на YouTube, Рутуб и видео большие в ВК тоже заливаются сейчас. Ну, это как бы сама делаю. Все. Там не работает никто. Из админов у меня сейчас 2 человека, было раньше 3. Вот, сейчас 2 девочки. Обе потрясающие, замечательные, невероятно прекрасно справляются со своими обязанностями. Хочется штат расширять, но у меня с этим есть, проблемы. Вот, это мой такой затык, что у меня есть проблемы с делегированием. Вот. Еще забыла, еще у меня есть девочка, которая мне сейчас, короткие видео собирает. Вот. М. Но мы с ней не так давно работаем, 2 месяца, что-то такое. Я еще учусь этому сама. Вот. То есть А как-то по технической части вот так. а вообще, ну, вот ты сказала про проблемы с делегированием. Проблем, ну, не с коммуникацией, а вот как ты находила вообще этих людей? Ну, то есть это был такой момент небольшой, что и доверие, и делегировать кому-то что-то, ну и вообще какой-то момент, это же все равно работа с людьми, это взаимодействие, это общение. Как это вообще все происходило? Ну, вообще, мне это было очень сложно. И большое количество девочек прошло через меня. Как ты находила? Ты давала какой-то клич, типа я ищу Да. помощницу? Да, чаще в "Телеграме" пишешь, и, ну, довольно быстро откликаются девочки, особенно, ну, школьницы, у которых времени больше, чем у работающих. Вот. Ну, вот так находила. И очень большое количество людей прошло, чтобы и я поняла, как работать с людьми и общаться, и как задачи ставить, и, ну, чтобы сработаться с человеком тоже. Все растут. Заканчивается школа, начинается подготовка к университету. Тоже очень многие на этом моменте уходят. Проблема была тоже, когда очень маленьких,
девочек брала, тоже здесь были нюансы некоторые. Очень много, что я прошла, когда искала людей. Было даже, что я через Авито искала, объявления размещала. Да-да-да, у них есть объявление о работе. Вот. То есть я там покупала какую-то рабочую вот эту вот Аккаунт, да. аккаунт, чтобы можно было разместить объявление. Вот, то есть еще я хотела делегировать, очень же много работы идет с рекламодателями, то есть согласовать, посты написать, рассказать, как это все происходит. И когда запросов много, тоже хотелось от этого избавиться, кому-то отдать. Тоже искала людей, но этот момент пока не делегировался у меня. То есть он пока остался на мне. А помнишь своего первого рекламодателя и как это вообще было? Вот, ну, понятно, что монетизация на Ютубе — это одно, а когда именно к тебе приходят люди, можно на вашей платформе что-то прорекламировать? Это точно был YouTube, потому что с него все начиналось. Надо по видосам посмотреть, кто первый, но это были либо булавы Сандра Долинетти, какие-то вот такие, которые мне прислали булавы на распаковку, что-то такое. И чемодан от Big Papa Чемодан тоже мне присылали. Вот это из такого, что я помню, что было первое. Возможно, что-то другое было. Еще же были платформы, я не знаю, есть они сейчас или нет, где можно было брать какие-то ссылки, вставлять их под видео, и если переходили у тебя по этой ссылке, то ты на этом... Реферальные ссылки такие, да-да-да. Но это есть, но это, мне кажется, больше сейчас, ну, в России не особо востребовано. Но вообще, да, такая штука есть. Вот этим я тоже пользовалась, то есть я очень долгое время еще искала, как это все монетизировать. То есть я же работала на обычной работе, и ютубом я занималась, ну, типа, по вечерам, на обеде на основной работе, ночью там что-то монтировала, снимала в выходные, и мне не хотелось работать на 2 работах с утра до ночи. То есть хотелось это все как-то, чтобы там приносило и доход, как-то, чтобы я могла больше времени уделять вот этому всему. Вот, и тоже как бы такое было, что искала как что, рекламодателям бывало писала. Тоже вот у меня был период, когда я сама писала рекламодателям, что вот у меня там уже, не знаю, 50 или 70 тысяч было на Ютубе, и я писала, вот в Артблеске я написала, так мы познакомились с Татьяной Ковыневой. В Пируэт я написала с Анастасией Юдицкой, мы так познакомились. И еще с кем-то мы тоже так познакомились, что я писала, что вот давайте мы снимем про вас видео. В какой момент ты поняла, что СМИ о гимнастике художественной стало твоим полноценным источником дохода, и ты можешь все спокойно уволиться, и теперь я занимаюсь вот этим? Что это не просто мое хобби, теперь это моя работа. Никогда такого не было, и даже сейчас такого нет. Серьезно? А ты сейчас еще на основной работе работаешь? Нет, я сейчас не работаю на основной работе, но у меня бывают какие-то дополнительные шабашки, наверное, так можно сказать, которые, учитывая особенно ситуацию в нашей стране, у нас соцсети вылетают вот так просто. И как и было с монетизацией на Ютубе, почему я вообще начала делать не только видео на Ютубе, а вот это вот что-то расширяться на все социальные сети, потому что в какой-то момент Ютуб просто бац, и Схлопнулся. да, и то есть весь доход, который я там получала, он просто, ну, ушел на ноль, грубо говоря. Во-первых, я с этими ограничениями большое количество денег потеряла, потому что не могла их вывести из кошельков, которые были там. Потом монетизация прекратилась. Ну, то есть очень много работы было вот такой по перестраиванию форматов, по, ну, подстраиванию так, чтобы можно было, ну, в общем, все это как-то работало и продолжало обеспечивать нашу жизнь с котом. Наверное, вот те моменты научили, что никогда нельзя рассчитывать на 100% на вот это все в социальных сетях. А у тебя есть какой-то контакты, где могут оставлять донаты, или ты против такого? Нет, я не против. У меня было, но, скорее всего, был сайт какой-то иностранный, где русские не могли оставлять донаты. И еще проблема, что у нас в России не очень это принято. Вот. И я в целом, когда YouTube совсем схлопнулся, я, ну, почти каждое видео говорила, что вот вы можете поддержать меня, ну, по ссылкам, по номерам карты, по телефону, ну, еще как-то. Вот. Но, в общем, как-то так оно все не очень воспринималось. То есть, ну,
не дружелюбно, не знаю, ну, как-то так. А я еще такая, что мне важно, чтобы обо мне хорошо думали. И я, в общем, решила, что не буду это прям вот так вот постоянно об этом говорить. Типа, кто захочет, найдет, а кто не захочет, вот я стараюсь сейчас максимально монетизировать и Telegram, и, ну, все социальные сети по возможности. Но сейчас в целом это все вышло на другой уровень, потому что еще же стараешься что-то платить людям. Еще есть какие-то траты на, не знаю, ну там бывают какие-то съемки видео, еще что-то. Ну, то есть тоже это порой ложится на твой кошелек, и ты, понятно, ну, откуда ты эти деньги будешь брать, то есть ты берешь это оттуда, что приносит доход. То есть вот какая-то реклама в Телеграме вышла, ты потом ее перешлешь на что-то другое. Где-то там заплатить кому-то, что-то подснять, еще что-то. Вот, кому-то благодарность послать за то, что там помог по работе, еще что-то. В общем, это доход приносит, но не скажу, что я спокойно живу и не думаю ни о чем больше. Я желаю, чтобы это превратилось уж если не в основную работу, то в хорошо оплачиваемое хобби. Да. Наверное, таким оно и есть. Хобби нормально Ты оплачиваем. вообще воспринимаешь это как работу свою полноценную? Или это все равно больше для тебя про любовь к спорту, про увлечение? Ну, наверное, можно сказать, что это моя работа, да. Но если бы не любовь к этому делу, если бы мне это не нравилось, я бы точно этим уже не занималась. Ты бы делала блокноты тогда. Ну, я не знаю, сидела бы в офисе, не знаю, что-то делала другое, потому что когда я уходила с основных работ, меня как бы и отпускать не хотели, и предлагали работу, поэтому не было такого, что я уходила, потому что мне там заняться нечем. Я уходила, просто хотела посвятить больше времени этому. Основная работа занимает слишком много времени. Эмоционально это все не просто периодически, потому что ты же по факту большое количество обратной связи получаешь от людей и порой не очень корректно высказанной. Ну вот, кстати, да, мы про это тоже хотели у тебя спросить. Давайте быть откровенными, гимнастическое сообщество, оно не то чтобы абсолютно не токсично. Очень даже ничего себе. Мы с Машей много про это говорим, что когда мы обсуждаем какие-то темы, к сожалению, меняются только названия городов, стран и имена. Очень часто это одни и те же проблемы, одни и те же ситуации, все какой-то замкнутый круг. И я понимаю, когда в твоем случае, когда ты делаешь не просто про гимнастику, но еще и медийную историю про гимнастику, считай, что умножая это все на 2. Вот ты когда темы выбираешь для обсуждения или какое-то большое видео про, не знаю, может быть, про какой-то скандал или просто про какую-то ситуацию, как ты вообще вот среди этих тем разбираешься? В смысле, ты выбираешь что-то, что вызовет больше интереса, или ты выбираешь что-то, что, ну окей, здесь надо быть чуть-чуть поаккуратнее? Но в целом я стараюсь темы, которые обсуждают, всегда затрагивать, чтобы не превратиться вот не хочу превращать в то, что я о чем-то конкретно не говорю. Ну, то есть сознательно игнорирую какую-то тему, потому что там она для кого-то неприятна или еще что-то. То есть мне кажется, что это неправильно, да, Мгм. в моей голове. Но темы, которые обсуждают, темы, которые, на мой взгляд, важны, я их стараюсь всегда поднимать. Допустим, когда у нас были проблемы с прошлой федерацией, ну, меня же не любили за то, что я говорила то, что они не хотели, чтобы я говорила что-то. Ну, либо формат не нравился, как я говорю. Вот, и то есть сейчас, конечно, я стараюсь свои мысли как-то более аккуратно оформлять и подбирать лучше слова, но в целом вот эта цель моя, наверное, не знаю, внутреннее убеждение, что нужно говорить обо всех вещах, которые беспокоят людей, она как бы никуда не ушла, и она остается. Вот. Поэтому обращаю внимание и на зайдет, не зайдет тема, интересно, неинтересно, обсуждают, не обсуждают, и стараюсь свое мнение высказывать очень тактично, аккуратно, подбирать слова. Накладывается ответственность, наверное, некая, и то, что как у нас сейчас за каждый неосторожный лайк, неосторожное слово могут порой по острому лезвию ходишь, и было даже один раз, мы сотрудничали ну, с газетой, интернет-газетой. Мне редактор главный, для которых я писала, они прям писали мне, что Лена, будь с этим осторожней. Или там, Лена, лучше это удали.
Ну вот это именно сейчас, когда ситуация такая неоднозначная в мире, и что-то могут воспринять. И в целом проблема, что чем больше у тебя становится знакомых, друзей в мире гимнастики, чем раньше было хорошо, что я никого не знала, ну вот из большой гимнастики, и я могла как бы писать нормально, ни за что не переживая, что кого-то задену, еще что-то. Ну, то есть было как бы, ну, больше все равно. А сейчас, когда ты с кем-то лично знаком, с кем-то общаешься, тебе бывает и звонят, что Лена, а можно вот про это не писать, Лена, а можешь вот это удалить, ну, и какие-то вот, ну, То есть это ты уже стала как инструмент давления сама из-за этой ситуации иногда. ну, не только этой ситуации касается, а просто даже вот в каких-то, не знаю, личных вещах. Там про кого-то напишешь, кто-то тебе пишет, вот, не пишите про меня, пожалуйста. Спрашиваешь, почему, говорят, просто не хочу. И в скольких в процентном соотношении, как часто ты прислушиваешься к просьбам? Не знаю, зависит, наверное, от ситуации и от контента. То есть, Мгм. ну, и от настроения еще. Вот, это тоже, наверное, важно. Такая, не знаю даже. Тонкая тема, ну понятно. Да. А если не секрет, вообще, ну, я немного упустила момент. Я знала, что у тебя был конфликт с федерацией, но я лично упустила из-за чего. Ну, то есть я просто помню последствия. Нельзя использовать видео, нельзя это, нельзя то. Ты можешь, ну, сейчас сказать хотя бы примерно, из-за чего это? Был какой-то конкретный момент, из-за которого это произошло? Или это скорее просто вот так сложилось? Скорее всего, просто накопительный эффект, потому что мне, ну, как я знаю это со своей стороны, есть вообще несколько версий, и которые мне рассказывали, но в целом Федерации прошлой не нравилось, что я говорю о гимнастках из России. Ну, то есть, я так понимаю, из-за этого мне запрещали использовать. Вот. Еще я не знаю, насколько это правда, я не знаю, насколько можно об этом говорить. Мне рассказывали, что на тот момент пресс-секретарю от Винер влетела за что-то, что я выложила на своем канале. И она, как лицо, которое руководила этим всем, она начала жестко, типа, ну, страйки кидать. Ну, вот как раз тогда и видео запрещала. Вот. А на тебя как-то выходили звонками или... Писали на почту. Причем самое забавное, я не знаю, ну, в целом я это не скрываю, просто что сейчас у меня с новой федерацией все хорошо. Мы очень рады вот с Кристиной просто. Вот. А ты Мгм. никогда не хотела пойти, именно в сборную работать, в пресс-центр или как-то коммуницировать ближе с ними? Ну, я думаю, что мы будем над этим работать, потому что только в начале прошлого года мы как бы подружились и познакомились. Нет, я имею в виду вообще, в принципе, ты хотела этого когда-нибудь? Или это, ну, или там хотела и передумала, или нет, никогда не задумывалась? Я думала об этом, но мне нравится делать то, что мне нравится, и говорить то, что хочу. Поэтому я переживаю, что там меня в какие-то рамки поставят, которые мне не захочется соблюдать. Может быть, я взрослее стану и по-другому буду мыслить, но пока, мне кажется, важнее говорить то, что действительно людей беспокоит, не скрывая. Ты сама себе создаешь творческую свободу, когда сама делаешь свой СМИ, это понятно. Еще вот, кстати, тоже сейчас большая благодарность действующей федерации, что я же продолжаю писать про проблемы, которые есть в гимнастике России. Меня очень радует, что это никак не влияет на наши отношения, грубо говоря. Все максимально корректно, тактично и с их стороны. И, может быть, конечно, я изменилась и стала более как-то лучше преподносить информацию. Не знаю, в чем причина, но меня пока это очень радует. Дай бог. А новая федерация, они сами на тебя вышли как-то тоже с коммуникацией? Или ты просто с ними решила сконнектиться? Ну, вообще, я, наверное, в многих интервью говорила, что я хотела бы дружить там и всякое такое, и Мгм. неоднократно и в своих видео это говорила, но я им не писала. Были моменты, когда я писала на почту еще предыдущей федерации, мне они не отвечали. На письма о блокировке они мне писали, а на обратные не отвечали. А эта федерация, здесь пресс-секретарь сам на меня вышел и пригласил познакомиться и на турнир. Класс. Очень классно. Звучит очень по-взрослому. Ну, мы тоже так познакомились, пообщались, в общем. Мгм. На этом моменте лучше заткнуться. Да нет, ну, и когда ты начала говорить про то, что прилетают страйки и так далее, я думаю, ну вот
простите, ну какой идиот вот сидит и принимает это решение? Вместо того, чтобы, не знаю, Договориться. ну, то есть постараться, окей, сделать по-своему, но через какую-то коммуникацию мы такие: "Нет, мы все запретим". И ладно, это ты еще не конфликтный, как я понимаю, человек, но кто-нибудь более скандальный мог бы такое сейчас устроить, а я вам столько вывалю. Я думаю, что если постараться, можно. Ну, просто зачем? Я тоже не могла для себя объяснить, почему и ну, как я придумала в голове причину, почему они так делают, но на самом деле тоже меня это типа: "Вы чё, ребята? Всё ж хорошо". Ну, так Ты что, переживала сильно вообще в этот момент? ну да. И в целом я так, наверно, не очень эмоционально устойчивый человек, Мгм. поэтому, ну так, и близко к сердцу воспринимала, и переживала. Вот. Но я так тоже говорю про себя, что я не особо эмоционально устойчивый человек. У меня мама как-то зашла в комментарии под, видео на "Ютубе" и сказала: "Лена, как ты это всё читаешь и как ты вообще еще нормально ну, себя чувствуешь?" Потому что там, ну, бывает же прям. А ты все читаешь, прям всё досконально? Раньше вообще все читала, на все отвечала всегда. Сейчас, конечно, не все удается и почитать. Ну и, наверное, больше проблема в том, что, чтобы зайти на "Ютуб", сейчас нужно включать, всякие костыли, поэтому больше, наверное, в этом проблема, а не в том, что не хочется все читать. А в канале "Телеграме"? Там часто такие прям бурные обсуждения бывают. Ну да, но тоже не все читаю, не все, но стараюсь. Когда большие турниры идут, то, наверно, почти все стараюсь читать, потому что могут какие-то интересные вещи в диалогах у людей проскакивать, ну, которые вдохновляют на какие-то посты, еще что-то. Ну, в общем, не все, вообще не все. Но это тоже, наверно, сознательный выбор, чтобы с головой все хорошо было. Не пропускать это, да. Да-да-да, не пропускать это через себя. А можно еще небольшую сноску? У меня вот лично есть вопрос по одному артефакту в виде, не знаю, помнишь ты, нет, была группа ВКонтакте, сборная команда России по художественной гимнастике, что-то такое. И мне вот интересно, ты вообще сама следила за кем-то, прежде чем вот начала все это делать, и уже вот потом, ну, Да, вообще следила, это РТД, знаменитый. да-да-да-да-да, Russian Team Daily, точно! Я думаю, что, тому, как я веду "Телеграм", по крайней мере, по освещению турниров, я ими вдохновлялась. Единственное, что мне всегда у них не нравилось, это то, что они рассказывают только про Россию. Вот, потому что мне всегда было интересно про всех узнать. А у них были выборки только про Россию. Типа, это единственное, что мне у них не нравилось. Ну, и я такая, типа: "Блин, ну, а как там, кто там, не знаю, второе место займет, и ты потом эти видео, и где это искать?" Все. Вот, поэтому все, что я сейчас делаю, это по факту вдохновлено вот этим и тем, что мне не хватало самой, когда я следила. Мгм. Про интервью. Интервью, Мы с да-да. Машей позитивно относимся ко всем рода интервью. И вообще, мне кажется, это началось благодаря тебе, потому что ты первая начала снимать видео, ты начала рассказывать про всех спортсменов, и как будто, знаешь, это был зеленый свет, что вот это тоже интересно. Если я там такое сделаю, это тоже будут смотреть. Это же не только про сам спорт, но и про людей, кто хочет тоже что-то такое попробовать, но не хватает решимости, не хватает практики, ну, там, посмотреть на кого-то, какого-то ориентира не хватает. Я считаю, что это началось с тебя, потому что ты вот села и включила камеру и начала про это говорить, снимать, монтировать и показывать. Вот. И все шоу, которые сейчас есть, это потому что когда-то вот была девочка, которая села монтировать видео. И мне интересно, как ты к ним относишься? Как у вас, как к тебе, может быть, у тебя есть какие-то коммуникации с ними, может быть, как какой-то контакт был? Мы знаем и про неприятную ситуацию тоже, мы все за этим следили и переживали. Вот. Как вообще у тебя проходит с ними коммуникация, есть ли она, и вот твои мысли обо всем этом? Опять же, я максимально позитивно отношусь ко всем, творческим проектам вообще любого формата, поэтому я всегда соглашаюсь на все, куда меня зовут. Вот, так, меня уже не раз звали на такие штуки, ну, в плане на, интервью по видео, еще что-то, вот. Поэтому мне кажется, что это как часть, развития художественной гимнастики, и мне очень важно тоже это все делать, поддерживать и рассказывать. Поэтому, про большие медиапроекты мы тоже делаем посты. У Яны Батыршиной, продюсеры, режиссеры мне оттуда писали, просили размещать, и в целом периодически напоминают, что вот разместите, пожалуйста, про нас информацию. То есть, я это, конечно же, делаю. Бесплатно, если что, то есть не на коммерческой Это не на коммерческой основе?
я считаю, что это важно в мире художественной гимнастики, и я должна об этом рассказать. Конечно, есть какие-то рамки. То есть есть что-то, что я готова размещать бесплатно, есть что-то, за что, ну, типа, вот у нас есть прайс, пожалуйста. Что касается разговоров о гимнастике, с ними у нас история чуть сложнее. Вот. В целом мы про них пишем, и информацию из постов, и выпуски тоже размещаем, но у нас же там была очень любопытная история, вот, после которой, как я там говорила, я не очень эмоционально устойчивый человек, поэтому я очень так ее близко к сердцу восприняла и стараюсь их как бы так, ну, не... Мы как бы с Азизой лично знакомы, все хорошо. Вот, то есть мы с ней нормально все общаемся, там, ну, в целом у меня с ней никогда конфликта и не было. А тот конфликт в целом благополучно разрешился в итоге? Ну нет, ну как, я не знаю, он так и не решился никак. Ну как, я со своей стороны не считаю, что с той стороны люди были неправы, и я так понимаю, что с той стороны то же самое думают про меня. Никакого разговора, диалога, решения проблемы, обсуждения, не знаю, мирного соглашения, ничего не было, но в целом мне это не мешает продолжать писать про них, публиковать какие-то новости, не знаю, выдержки из интервью, еще что-то. Вот. Ты это тоже делаешь за бесплатно, я так понимаю, если что-то про них освещаешь. Да-да-да, бесплатно. Вообще, в целом, наверное, все шоу, которые делают про гимнастику, никакого на коммерческой основе я ни разу не размещала. Потому что я считаю, что это важно, чтобы люди узнали. А приглашали? Ну, нет, на такие большие шоу, я не знаю, ну вот, если из таких, наверное, у нас 2 же только больших шоу о художественной гимнастике. Но бывает еще кто-то на интервью какие-то приходит. На такие большие меня пока не приглашали. Мгм. А ты сама смотришь кого-нибудь, какой-нибудь канал или какого-нибудь интервьюера, который освещает мир спорта? Я бы сказала, что больше нет, чем да. Наверное, я больше создаю, чем потребляю контент. В любом случае, я смотрю и чем-то вдохновляюсь. Вот у меня недавно плашки появились, вот в углу видео. Я не знаю, видели, не видели. Для меня это новшество на канале. На обложке видео там теперь есть такая маленькая пометочка, что это за... Ну, о чем видео, грубо говоря. Что там, разбор, либо какой-то эксклюзив, либо еще что-то. Вот, это я подсмотрела. У меня молодой человек смотрит YouTube-канал с новостями. Ну, там подборка новостей. Я увидела, что там вот как раз такие обложки. Я думаю, о, как прикольно и удобно. Когда заходишь на канал, я такая, надо все такие же сделать. То есть для тебя коллегия — это не про конкуренцию, а про вдохновение? Я, наверное, никого не воспринимаю как конкурента. Мы все занимаемся одним делом. Рассказываем о художественной гимнастике. В целом, я же и про телеграм-каналы некоторые тоже пишу, и информацию у них беру, и всегда в ссылочке указываю. То есть все мы занимаемся одним делом. Популяризируем художественную гимнастику. Как и вы тоже. А, кстати, тебя узнают в реальности? Вот ты на соревнования, например, приезжаешь или в целом там идешь по улице, может, тебя узнают? Но на улицах нет, на соревнованиях да. У меня знакомый оператор, с которым мы периодически ездим на соревнования, мы с ним работаем еще в сфере, не связанной с гимнастикой, по другим проектам. Вот, и я его как-то начала звать на проекты в гимнастике, и он тогда офигел, типа, Лена, офигеть, к тебе, типа, подходят, фоткаются, тебя узнают. Ну, то есть это для людей, которые меня знают в обычной жизни, ну, и не связаны с художественной гимнастикой, они, ну, порой не понимают, что, ну, вот со мной там фоткаются, как, не знаю, там, как со звездой, еще что-то. Это широко известно в узких кругах, я считаю. Ну, это очень приятно и, ну, такое для меня неожиданно всегда. Потому что тоже я говорила, я не помню, в записи, не в записи, про то, что ты, когда сидишь дома один, ты же не видишь, кто это читает, что, кто смотрит, и нет ощущения, что ты делаешь что-то действительно большое. То есть ты просто делаешь то, что ты считаешь важным и нужным по своим ощущениям, а оказывается, что людям действительно это интересно. Ну, то есть ты делаешь это без этой мысли, что вот, на меня там подпишется миллион людей и будут меня там, не знаю, что-то. Такой мысли нет никогда. Поэтому это всегда до сих пор приятно, удивляет и так типа, ой, офигеть, офигеть. Прикольно, прикольно. Ну, это правда, для мира художественной гимнастики, я уже говорила, ты делаешь очень большое дело. Мне очень приятно.
Потому что раньше это были очень редкие какие-то документальные передачи на спортивных каналах, какие-то... Давайте честно, это все время были одни и те же истории про одних и тех же людей, как правило. Как фильм про Лейсану Тяшеву, например, как документалки про Алину Кабаеву. Потом это чуть больше стало, особенно с появлением там, новых спортивных каналов. Но по большому счету ты действительно сделала огромное влияние на всю медиасферу в художественной гимнастике. Благодаря тебе спорт становится понятнее, потому что у нас все равно очень специфические правила, в нем очень тяжело разбираться. И он становится ближе, доступнее не только людям, кто, собственно, в спорте, но и тем, кто как бы около него, как родители, например, которые хотят привести детей, но и тех, кто совсем вне контекста, но там, как по каким-то образом решили заинтересоваться. Это очень важно, потому что это в том числе помогает коммерциализировать наш вид спорта, чтобы привлекать каких-то спонсоров, привлекать какие-то еще медиасферы не только с гимнастикой связаны, чтобы делать более медийными и публичными спортсменов, тренеров, людей, кто, ну, став, то есть все, кто широко этим занимается. Мне очень приятно. Спасибо. Думаю, Кристина со мной согласится, что и в Европе, благодаря твоему каналу, Ютубу, это тоже повлияло на популяризацию именно гимнастики, потому что для этих девочек есть возможность посмотреть, как это вот там вот, открыть там тренировки, фотки, видео, пообщаться. Раньше, вот, получается, 15 лет назад, когда я сюда приехала, это даже когда приезжали, например, СНГшные тренера, чаще всего всех выгоняли из зала, закрывалось, и вот этот тренер тренирует. И казалось, что это вот тот мир топовой гимнастики где-то за дверями, закрытый, и никто никогда о нем не узнает. А сейчас это помогло особенно молодым гимнасткам понимать, что вот топовые девочки, вот эти их кумиры, они тоже люди. У них такие же там интересы в жизни, посмотреть какие-то мини-видео с ними, как они готовятся на соревнованиях. Они такие же, как и они. И это очень сильно популяризировало здесь спорт в Европе, особенно за последние 10 лет. Так что не скромничай, пожалуйста. И в том числе огромная работа, то, что, ну, понятно, так сложились обстоятельства, жизнь, судьба и так далее, что ты начала это делать в России, что ты сама из России, потому что сборная всегда считалась одна из сильнейших, но при этом самая закрытая в том числе. Какая-то таинственность определенная, это, конечно, круто, но вот эта вот открытость и публичность в чем-то, она тоже очень важна, и она появилась из-за тебя и твоих видео. Спасибо, мне очень приятно. Мне кажется, даже освещение соревнований вот этих из топовых чемпионатов мира и Европы, это все началось с твоего канала, потому что раньше всех ссылок на прямой эфир вообще не было, особенно в Европе. Реально, ты приходишь просто к спонсорам и говоришь, вот, нам нужны спонсоры, детский спорт. А что за спорт? А это что? И она все равно благодаря этому начала расти, то есть началось там с твоих мини-видео, освещения, где-то что-то вот показано и так далее, и начинается это расти и в глобальном мире тоже. Потому что я помню эти моменты, когда мы еще, Кристина, наверное, и Лен, ты, наверное, тоже согласишься, когда ты ночью в своем детстве записываешь на кассету, чтобы утром посмотреть соревнования по художественной гимнастике, и то, которые пускают в 3 ночи, чтобы это было в записи. И ты смотришь, вставляешь эту кассету и смотришь. Сейчас это в более классном доступе и расширенной информации. Ты делаешь огромное большое дело. Я помню, Олимпиаду на черно-белом телевизоре смотрели. Да, Я помню, да. мы на сборах Олимпиаду 2008 года смотрели, вот в спальне тренера, вот на таком телевизоре, мы все его облупили. Спасибо большое. Спасибо. Очень приятно, что вы мне это говорите. Мне, правда, безумно приятно и ценно это все слышать. Спасибо. Еще у меня есть такой личный вопрос. Можешь не раскрывать всех секретиков. Мне интересно, откуда ты берешь информацию со всего мира. Потому что однажды у тебя в канале была прям инсайт информация, как чешская судья там подфиксила какие-то документы, поставила печать, но об этом знали вообще очень малое количество людей здесь. И это выходит новость у тебя на канале,
от чего все здесь в Чехии такие мне посылают эту новость, кто такая Лена Крупина, кто такая Лена Крупина. Мне кажется, это был в моменте ковида, 2020-2021 год. Все таки кто такая Лена Крупина? Ты ее знаешь? А что она знает? Если ты захочешь этим поделиться, мы будем рады узнать. На самом деле, знали бы вы, сколько новостей я знаю, о которых нельзя рассказывать. Поэтому это всегда такой очень опасный момент. Я всегда, когда с кем-то разговариваю, всегда уточняю. Ну, если мне кто-то в личное сообщение приносит, я всегда спрашиваю, можно ли об этом написать. Раньше, конечно, все в основном я сама находила, где-то, не знаю, переписки, публичные статьи на разных языках, естественно. Google переводчик мне в помощь всегда был. Сейчас все, конечно, изменилось, и очень большое количество информации мне приносят подписчики в личное сообщение куда-то в директ. И сейчас у меня еще появился такой канал получения информации, как «Живые люди», которые мне, не знаю, там звонят, говорят: «Лена, ты знала, что...» И вот Лена, вот это и т-т-т-т-т. Раньше я всегда постила, что мне только попадает как информация попадает, я сразу об этом писала. Сейчас я уже так не делаю, я жду официальных заявлений каких-то, еще что-то. Ну, если мне не лично сказали, а я получила это по слухам, по информации, что вот я видел там, что вот это то-то, я часто дожидаюсь каких-то официальных заявлений. Ну, вот часто это про завершение карьеры, ну, назначение главных тренеров. Вот какие-то такие вещи часто у меня, не знаю, там в отложке новости могут лежать и ждать часа, когда там, не знаю, в каком-то СМИ выйдет, что вот, да, действительно, она там... И вот тогда постишь. Вот, то есть я все думаю, что надо создать какой-нибудь телеграм-канал анонимный со слухами, чтобы туда все в первую очередь отправлять. Вот. Ну вот, в общем, какие-то такие. Но в целом я сейчас стараюсь, вот, по крайней мере, писать новости именно из разряда, что вот эти сообщили, либо там про травмы, что вот официальной информации нет, но слухи там есть вот такие. То есть всегда Ну, вот со это, ссылкой на источники. да, то есть проговаривать такие моменты, потому что будто это стало важно. А была какая-то новость, которая тебя шокировала больше всего? Да, много таких до сих пор. Про уход Ирины Винер на протяжении, наверное, ну, полугода точно мне писали. И причем писали даже периодически с именами, кто ее заменит. Совпало? Ну нет, нет, не совпало. Ну, про то, что она ее Ну, это да. это совпало, а про имена там было несколько. Вот, я не помню, писали ли про Сергаева, но мне кажется, что нет, про нее никто не писал. Тоже порой бывает, что слухи приносят, и они оказываются не... Неправдой. Вот. Да, поэтому тоже себя периодически так обезопасить себя, чтобы не публиковать фейки, наверное, так. Ну, на самом деле это показывает профессионализм, по большому счету. Это проверка источников, проверка достоверности, чуть-чуть выждать время просто показывает, что ты не относишься к этому как к хайп-истории. Ну, не все так считают. Я так надеюсь. Надеюсь, что я все делаю правильно. Вот так. А чем ты живешь вне гимнастики? Все равно же есть моменты в жизни, когда этого так много, и хочется уйти в лес, например. Ну, кстати, вот в лес я тоже хожу. Вот. Ну да, гимнастики на самом деле очень много, и она с утра до вечера. Нету такого, что у тебя рабочий день с 8 до 5, грубо говоря. То есть это всегда 24/7, и пишут, и по каким-то вещам серьезным, несерьезным обращаются. Развлекаю себя по-разному. Хожу в зал, хожу на танцы, на сноуборде катаюсь, куда-то езжу, путешествую, с друзьями время провожу, с семьей, читаю, глажу, кино смотрю. Ну, то есть как обычный человек. Вот. Просто все это сопровождается обычно, что, ну, не знаю, там сидим с родителями, общаемся на кухне, какие-то вещи обсуждаем, мне что-то срочно пришло, я такая: «Так, сейчас, секундочку, мне нужно срочно ответить». Или срочно там проблему решить. То есть ты как бы отдыхаешь, но гимнастика все равно такая: «Привет, я тут». Ну, да, такого отпуска, что можно отключиться, нет. Вот недавно у меня был отпуск, который мне показательно показал, что у меня отпуска нет. Я ездила в сентябре отдыхать, но я такая решила, что все, у меня отпуск, я не буду почти работать, ничего не буду делать. И в итоге
Я почти весь отпуск, я в школу серфинга ездила, каталась на серфе там утром и вечером. И в итоге между вот этими поездками на серфе я все время решала какие-то рабочие вопросы, проблемы. А еще так вышло, что почему-то именно в этот период со мной решили выяснить отношения несколько людей. И то есть это тоже во что-то такое, типа, блин, вы серьезно? Я вообще отдыхать хотела. Это всегда. Прекрасно тебя понимаю. Ну, я не знаю, наверное, так у всех. Да, у меня, например, я только уеду в отпуск, я думаю, все, класс, я где-нибудь там в какой-нибудь Африке, и обязательно я вижу, как какая-нибудь девочка на пляже начинает делать колеса, просто перевороты. Я такая, так. И вот этот мем, ты только такая хочешь уйти из гимнастики, и гимнастика такая, я тут, давай. Недавно ездила на Новый год в Рим, и там просто я иду по улице, ну просто Новый год. Много туристов, наоборот, то есть куча людей. И просто в этой толпе идет девочка с рюкзаком, обруч и вот так вот шишка. Я тоже такая, понятно, все. Ты можешь уйти из гимнастики, но гимнастика всегда будет, наверное, в твоей какой-то жизни присутствовать. Не знаю, как у Кристины. Я думаю, что мне удалось чуть-чуть побольше уйти от гимнастики, потому что я совмещаю параллельно с работой дизайнера, и, ну, вот мы делаем подкаст, я сужу и так далее. Ну, просто для примера, моя дипломная работа в институте была фирменный стиль для моей спортшколы, в которой я тренировалась по гимнастике. Так что оно как бы и да, и как бы нет. И, кстати, тоже был момент, когда мы только уехали в Черногорию, я прям помню, это буквально, вот знаете, первые дни мы были в каком-то заведении, типа ресторанчика, и у меня вот это было такое чувство, все равно там новая страна, у тебя хочешь не хочешь, вот это ощущение новой жизни, оно приходит. Я помню, я так сижу, думаю, ну все, вот сейчас это будет дизайн, это будет иллюстрация, это вот будет больше в эту историю. И мне говорят, Кристина, посмотри, я поворачиваю голову, там ребенок стоит лентой крутит посреди кафе. Вот она вот так стоит, и у нее, ну, как будто она занимается, она нормально работает кистью, все. И я так, понял, ну ладно, ну я попыталась, по крайней мере. Ну да. А еще нам очень интересно с Кристиной узнать твое мнение по поводу различных гимнастических шоу, которые сейчас стали вдруг так популярны в медиасфере нашего вида спорта. Как вообще ты относишься к такому формату? Возможно, ты где-то побывала, и, возможно, у тебя есть любимчики какие-нибудь. По поводу шоу. Я вообще максимально позитивно отношусь к любому творчеству, которое развивает художественную гимнастику, потому что в целом моя цель, чтобы о ней больше говорили, потому что это в интересах и гимнасток всех, и тех, кто это освещает тоже, вот. Поэтому вот если так обобщенный ответ мой, то вот такой. Звучит политкорректно. Журналистский ответ, я бы сказала, профессиональный. А ты бывала на каких-то? Ну нет, из известных самых, какие у нас два известных шоу о гимнастике. Что у нас еще есть? Разговоры о гимнастике, у Батыршиной новое шоу. Что еще? А какие у тебя планы на будущее? Ну, я имею в виду, они будут... Ты хочешь, чтобы они были связаны с гимнастикой, с твоим СМИ о гимнастике? Или ты бы хотела больше делегировать, например, и оставить это в таком независимом формате? Или, не знаю, может, ты вообще не хочешь, чтобы это было связано с гимнастикой? Ну, мне кажется, на данном этапе развития я не могу это все бросить, потому что здесь есть мой голос, мое мнение, которое, наверное, важно, может быть, и нет. Наверное. Мы тут ей час говорим о том, как это важно. Нет, есть же разные вещи, писать новости обезличенно и с каким-то своим голосом, своим мнением. Вот если в Ютубе у меня чаще свое мнение проскакивает, то Телеграм я стараюсь, наоборот, делать такой максимально нейтральный, чтобы он был интересен всем. И те, кто думают, как я, и те, кто думают не так, как я. Поэтому на данном этапе, наверное, я как-то не смогу это все бросить. И сейчас у меня есть какие-то вещи, к которым я иду, рубежи развития, чего вот мне нужно сейчас добиться. Вот, а что будет дальше, там уже, наверное, после того, как я до них дойду.
А у тебя есть в голове какой-то идеальный план? Ну вот, там, не знаю, ты через 5 лет просыпаешься или через 10, и вот оно будет выглядеть вот так. Ну, понятно, что загадывать неблагодарное дело, но просто. Ну, у меня, наверное, не то, что идеальный план. У меня есть такое, что было бы круто, чтобы это работало бы вот так. Но пока я понимаю, что мне не хватает вот этого, вот этого, вот этого, и то есть пока я не могу, чтобы оно так работало. Вот, поэтому стараемся, работаем, развиваемся как-то, чтобы приблизить это вот к моей идеальной картинке, которую я вижу. Ну, мы с Машей можем тебе пожелать только, чтобы это сбылось, потому что я говорю честно от всего сердца. Нам, правда, очень нравится то, что ты делаешь, оно очень сильно вдохновляет. Я думаю, то, что мы с Машей затеяли этот подкаст, это тоже как пример, на самом деле, того, что да, оно вдохновляет, да, оно работает, да, оно объединяет, коммуницирует и так далее. Поэтому я очень хочу, чтобы ты там не загадала, чтобы оно сбылось в той мере, как ты бы этого хотела, и даже лучше. Спасибо большое, я буду очень стараться. Давайте встретимся через 5 лет и скажем, что все это сбылось. И даже лучше, Дай бог. потому что оно уже сбывается. Есть что-то, что вам не хватает? Либо что бы вам хотелось видеть? Мне бы, но это не к тебе скорее вопрос. Мне бы хотелось, чтобы сборные не только России, а разных стран более легко шли на коммуникацию. И мне бы Мгм. хотелось каких-то совместных проектов, потому что у нас очень любят восхвалять, так скажем, тех, кто уже ушел на пенсию. Я имею в виду как тренеров, так и спортсменок. И мне кажется, было бы классно, интересно и полезно, если бы ты была бы таким человеком, который помогал бы им освещать, вот что оно происходит внутри, в процессе прямо сейчас. Не обязательно Мгм. это какой-то конкретный спортсмен, но, может быть, больше коммуникации вот с работой сборной, чтобы они что-то показывали, рассказывали, чтобы они через тебя транслировали это другим людям. И почему я говорю о том, что было бы классно, чтобы это была не только Россия, потому что, ну, обмен опытом всегда работает. Это не только про профессионализм, ну, с технической точки зрения, да, то есть мастерство гимнастики, но это общение, это какие-то интересные штуки в коммуникации с детьми, например, с родителями, с тем, как договариваются по поводу спонсорства, залов и так далее. Ну, то есть, мне кажется, вот это было бы и интересно, и полезно, особенно если бы это, ну, заняло какой-то международный формат. Было бы классно. Это был бы, представляешь, такой первый крупный международный проект. И, возможно, это бы еще подтолкнуло многие страны, потому что все равно они достаточно спорт наш нацелен именно на СНГ-систему. И многие бы страны это бы подтолкнуло и, может быть, подсветило, что им не нужно стремиться там к этой системе, потому что каждый ребенок, у него свой менталитет в своей стране, и это бы им подсветило, что улучшите свою систему, и у вас будет, можно по-другому, вот. Это сделало бы не одну страну образцом для всех. Это была бы возможность брать лучшее со всех. Мгм. Спасибо большое. Я об этом подумаю. Желаем, чтобы у тебя это получилось. Лена, мы подготовили несколько вопросиков, такая рубрика, которая нестандартна для нашего подкаста, но специально для тебя. Мы создали этот волшебный блиц-опрос. Постарайся отвечать, вот как ты в моменте думаешь. Блиц Зверополиса вы не смотрели? Да-да-да, да, блиц, скорость без границ. Блиц. Отвечай как на духу, не обязательно, наверное, коротко, но все таки первое, что придет в голову. Твой любимый предмет в художественной гимнастике? Тренироваться или смотреть? Давай и так, и так. И так, и так. Тренироваться мяч, обруч, скакалка, вот что-то такое, а смотреть лента Булавы. Топ-3 гимнастки всех времен. Ух, ну я думаю, точно Канаева. Блин, так сложно. Ну, Давай по-другому. Давай топ-3 гимнастки, завершившие карьеру для тебя, и топ-3 нынешние. так, хорошо. Просто без профессиональной оценки, просто вот как тебе душа лежит. Хорошо, ну давайте точно Канаева из завершивших. Кого? Хорошо. Он подсказал. Можно? Не знаю даже. У меня всегда так было, что у меня у каждой гимнастки есть что-то, что мне нравится, не знаю, ну вот в определенный период, в определенное время. Мне очень нравится, как Рита Мамун ведет себя в медиаполе. Вот.
То есть я вот какие-то такие штуки могу, не знаю, как ярлыки повесить на людей, кто мне в чем нравится, вот так. Сложно сформулировать. Сложно сформулировать, да. Твой самый любимый турнир в контексте, мировых прошедших турниров? Олимпиада, любая. Пусть будет последняя. Вообще, Олимпиада — это что-то особенное даже для просмотра, поэтому точно Олимпиада. А твой самый спорный турнир в контексте мирового? Но тут тоже сложно ответить, потому что раньше я такая, типа, все засудили, точно засудили. А сейчас я стараюсь к судейству относиться так, что если так, то значит, так должно быть. Ну, наверное, самый спорный в плане мировой общественности была Олимпиада Токио. да. Но для меня она такой не была, потому что визуально для меня была очевидна победа Линоя Шрам. Вот. Ну хорошо, тогда для тебя, по твоему мнению, самый спорный турнир? Самый спорный, по моему мнению. Надо решать, кого когда засудили. Нет, это не обязательно. То есть это же не обязательно про судейство. Это может быть про организацию, про спортсмена, которых выставила страна. Я так не назову. Наверное, у меня нету такого, что для меня какой-то турнир, был странным. Нет, я знаю, когда в России вот этот был... Что это был за турнир, который какой-то внутри России, вот уже недавно относительно, под конец правления Александровны, что-то Марию Борисову убрали со 2-го места и поставили на 3-е, а Попову, по-моему, на 2-е, и оценки вот там, короче, мешались как попало. Вот это вот. Вот этот период вообще, это была жесть. В общем, этот турнир. Я даже не помню, что-то было внутрироссийское. Любимая страна в художественной гимнастике? Любимая сборная, наверное, в художественной гимнастике? Пусть не всех времен, но на сегодняшний момент. Беларусь. Очень политкорректный ответ. Не особо так-то, учитывая, что я в России живу. Это интересно. Я не ожидала, что ты скажешь про Беларусь. Я могу пояснить. Мне безумно нравится, во-первых, гимнастки, которые, сейчас там были лидерами Горнасько Салас. Я вообще от них в восторге. И подрастают там тоже очень такие приятные девочки, которые мне очень нравятся постановкам, что они показывают на ковре, по элементам. В целом вообще все, что лично я ценю в художественной гимнастике, мне нравится, что они делают. И мне очень нравится, как главный тренер и, соответственно, все дети, которые тренируются там, ведут себя в медиаполе. Мгм. То есть я этим восхищаюсь. Для меня это как, не знаю, как пример какой-то, наверное, в плане каких-то провокационных вещей, которые в мире происходят, как они максимально корректно на все реагируют и корректно ведут себя. Вот. Но несмотря на то, что есть и большое количество других стран, которые мне нравятся в художественной гимнастике. Вот. Вот так вот, если выделить кого-то одного, то вот. Спасибо, это интересно. Хорошо. Тогда выступать или освещать? Освещать пусть будет. Ну и последнее. На твой взгляд, следующая олимпийская чемпионка? Я думаю, что если не будет травм, то Дарья Варфоломеев. Мне сегодня попадалось ее видео в Инстаграме, где она скрутила 9 поворотов. Я впервые задумалась о том, что, походу, это вторая двукратная олимпийская чемпионка. Да. Не хочется сглазить, загадывать дело неблагодарное, но если так сложится, я буду очень за нее рада. Ну да. Я думаю, что здесь могут помешать только травмы, потому что как они продуманно с Юлией Раскиной идут ко всем турнирам крупным, это восхищает. Как они продуманно постановки делают, как они к подготовке относятся, это очень круто. Хотелось бы еще медаль для Алины Горнасько еще одной. Очень мне жаль. Такое какое-то сопереживание, сочувствие к карьере. Вот. И, конечно, соскучилась я по российским гимнасткам на пьедестале. И Софию Рафаэль мне бы хотелось видеть тоже с золотом. Но это уже такие, типа, личные хотелки. Да. А, кстати, как ты думаешь, у Лалы получится? Не про медаль даже, а вообще успешное возвращение на международную арену. А, Я не знаю. Я, на самом деле, когда прошел чемпионат Москвы, я была уверена, что у нее получится.
потому что с каждым выступлением в рамках турнира она все лучше и лучше выступала, более уверенно, у нее лучше получалось. То есть если в первый день она там больше растеряла, где-то там менее уверенно, то уже в финале личного многоборья она смотрелась намного лучше. Вот. А тут недавно я видео делала про чемпионаты федеральных округов, и тоже такой момент заметила, что она не в Новогорск уехала, а с отцом, я так понимаю, на сборы футбольного клуба. Мне это так немного... Мне кажется, если бы не ее травмы, именно с точки зрения характера, даже не ради первых мест, но я думаю, что она бы вернулась. Мне кажется, что в ее ситуации вопрос с травмами может быть таким неприятным решающим фактором, но мне бы хотелось, если честно, чтобы у нее получилось. Я бы тоже хотела посмотреть. Ну, на самом деле на чемпионате Москвы нам не понравилось, учитывая перерыв и дай бог, но кто знает. Ну, я думаю, на этой обнадеживающей ноте мы можем потихоньку заканчивать. Да, Лена, спасибо большое тебе, что сегодня присоединилась к нам. Спасибо за твой большой вклад в мир художественной гимнастики. Было очень интересно с тобой познакомиться, пообщаться. Спасибо большое. Да, спасибо большое, что не отказала нам, потому что мы все-таки только-только начинаем, и нам очень ценно и очень важно, что человек, который уже себя хорошо зарекомендовал в гимнастической медиасфере, доверился нам, скажем так. Пожалуйста, никого не слушай, если кто-то будет говорить что-то плохое. Слушай здравую критику и тех, кто говорит только что-то хорошее, потому что ты, правда, делаешь очень важное дело. Спасибо за твою историю. Это очередное доказательство, что закулисье гимнастики очень интересно, и из него и формируется наш вид спорта. Вот. Мы были очень рады тебя сегодня слышать и видеть. Да. Спасибо огромное. Очень приятно, что пригласили. Я желаю успехов вашему проекту. Всегда пишите с новыми выпусками. Вот. Спасибо большое. Мне приятно, что вы меня приглашаете, зовете и цените, что я делаю. Да.